Всех приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Gathering with Crow. И сегодня мы с вами продолжим такую прекрасную серию, как The Witness. Да, это головоломки, довольно-таки сложные моментами, но занимательные. Какое тут было простое решение. Остановились мы около этой базы условной. Да, решали тут загадку наподобие провести линию. Да, надо было провести линию, и чтобы вот ветки деревьев не дотрагиваясь до этой линии. По-моему, как-то так. Честно, уже и не помню. Да, не так точно. Ладно, хорошо. Здесь у нас была дверка такая. Она открывала нам проход к начальной локации со всеми этими головоломками, с тенями. Всех приветствую, да. По-моему, что-то подобное, да, вот. Ворота закрывают нам доступ к ящику. Большой перерыв был между головоломками. Уже немножечко подзабылось, что решалось, как решалось. Но ничего, сейчас все вспомним. У нас есть замок, условно с лабиринтом каким-то. Перегородки. Неужто тут надо что-то наподобие запомнить маршрут, по которому мы шли, и на этой условной карте отметить? Ладно, хорошо, мы начали отсюда, повернули налево, в упор. Раз, два, повернули направо, назад. До какого поворота? До второго поворота. Вперед и зигзагом, да? Даже не знаю. Надо посмотреть сверху на это вообще поле. Тогда, наверное, будет понятнее. Да-да-да. Начинаем сверху, идем направо. Вот. Вот здесь вот проходим. Раз, два. Не здесь идем, на третий. Вот так. Так, так, так. Хорошо. Упасть мы не можем. Ну, условно, мы идем здесь. Идем вот так. Так. И все, да. На третьем повороте надо было пойти. Я вот тут начинал. Здесь открыто. Хорошо.
А эта головоломка чем отличается от прошлой? Тени. Условно нам мешают тени. Немножечко не понимаю. Там какая-то выемка есть на дорожке. Приветствую, приветствую всегда. Ну давайте попробуем. Начинаем отсюда. Условно ведем по прямой и прямо. Нет. Или надо по линии вести вот этой. Но это было бы глупо. Линия идет просто прямо, не сворачивая. Ладно, хорошо. А если посмотреть сверху на это вообще изображение? Может, тогда немножечко понятнее станет. Тут еще есть какая-то головоломка. Тут интересное изображение из статуй. Что? Проходя по этим плитам, мы их активируем. Тут женщина на троне сидит. Здесь мужчина довольно-таки плотного телосложения. Ага. То есть, проходя, нам надо... запомнить маршрут. А мы можем начинать везде, что ли? А, нет, отсюда, справа, да, должны начинать. Ну, получается, нам надо совзаимодействовать со всеми черными точками. Да. Поэтому мы начнем отсюда. Поднимемся на 2 клетки. Повернем. Вот так пройдем. Вот здесь, здесь, здесь. Опускаемся. Делаем заворот. По прямой и тут. Ну ладно. Вот так. Идем, идем. Тут мы должны повернуть сюда. Пройти здесь. Разворот. Так, аккуратнее. И вот сюда. Все, дверь открыта. Да. Ну, это начальная, наверное, самая простая из этой серии головоломок была. А здесь мужчина с мечом и в костюме. Что же они такого интересного олицетворяют? О, папа, здесь нам надо... Получается, начало у нас, да, с правого нижнего угла. Надо отделить все черные точки от белых. То есть не дать им взаимодействовать друг с другом.
Ну, если стоит, наверное, начать отсюда. Вот так вот. Ту-ту-ту-ту-ту. Обошли полностью. И вот так, скорее всего, да? Ну, самое простое. На 2, да? А, разбито. То есть с ней вообще никак не повзаимодействовать. Угу. Интересно. Получается, что? Тогда пойдем отсюда. Вот так вот. Да, вот так вот идем. Оборачиваем. Вот так. Проходим здесь. Вот тут и вот так. В принципе, звучит хорошо. Поднимаемся. Вот так. Правильно ж? Так, направо. Вот здесь. Па-па-па. Не туда пошли, ладно. Да-да-да, не туда пошли. Получается, идем налево, 2 вверх, 1 вправо, 2 вверх, а 2 влево. Опускаемся до упора, 1 влево, 2 вверх и напрямик идем. Получается так. Вот здесь проходим. Напрямик. Главное не торопиться. Идем здесь. Дверь открыта. Отлично. Оу. Парень несет какие-то груженные мешки тут прям. Может, какая-то даже метафорическая истина есть. Там следующая головоломка видна. А это что изображает, я так и не понял немного. С таким мы еще не сталкивались. Тут тоже есть какой-то подъем наверх. А, вот да, здесь дверь. Ладно. Ну, чисто гипотетически можно попробовать. Там сундук лежит, по-моему, какой-то. Можно сходить посмотреть. А, это диванчик. Смотреть на довольно-таки прекрасную морскую гладь. Белые пушистые облачка. Да. А здесь разрушенный корабль. Нас куда-то ведут. Кстати, похоже, как будто это линия. Вот прям очень похоже. Ладно.
Болотистая местность у нас тут рядом уже. Пункт управления этим всем кораблем. Что-то не видно ничего. С чем можно повзаимодействовать. Здесь путь закрыт, тут тоже. Оу. Оу, это секретка. Или мне кажется? Ага. Только кабель обрезан как-то. Можно увидеть со стороны. Это что такое? Судовладелец собирается отправить в море корабль с эмигрантами. Он знает, что корабль стар, что он немало плавал по морям, океанам и часто требовал починки. Ему высказали сомнения в том, что этот корабль выдержит морские плавания. Эти сомнения вертятся у него в мозгу и огорчают его. Он думает о том, что следовало бы тщательно отремонтировать суденышко и оснастить его заново, хотя это влетело бы ему в копеечку. До отплытия корабля ему все-таки удалось успешно справиться с этими меланхоличными размышлениями. Он сказал себе, что корабль много плавал и всегда благополучно выбирался из стольких штормов и передряг, и потому не имеет смысла сомневаться в благополучном завершении этого рейса. Он решил положиться на волю провидения, которое вряд ли откажет в защите всем этим несчастным семействам, отправляющимся с родины на чужбину в поисках лучшей доли. Ему следует отбросить все мелочные подозрения относительно честности корабелов и всего прочего. Таким образом, он обрел искреннюю и удобную уверенность в надежности своего судна. Наблюдал за его отплытием с легким сердцем и добрым пожеланием успеха изгнанникам на новом месте, куда они направлялись, и спокойно получил страховку, когда корабль бесследно потерялся посреди океана. Что мы должны сказать о нем? Разумеется, он поистине виновен в гибели этих людей. Не признавая, что он искренне верил в надежность своего корабля, нельзя считать искренность его убежденности изменяющим его обстоятельствам, потому что у него не было права верить на основании тех фактов, что у него были. Он приобрел свою веру не путем честного и беспристрастного исследования, а заглушив свои сомнения. И хотя в итоге он мог настолько увериться в этом, что уже не допускал иной мысли, его следует признать ответственным, поскольку он осознанно и охотно укрепил себя в этом умонастроении. Уильям Клиффорд, 1874 год. Довольно-таки поучительная история получилась. Человек решил оставить все на волю случая, и в итоге погибло множество невинных жизней. Да. И поэтому этот корабль выбросил на этот берег, да? Берег потерянных и ненужных каких-то вещей. По крайней мере, мне так кажется. Как совзаимодействовать-то с остальной частью? Потому что нам мешает вот этот железный выпирающий элемент корабля. Ничего, и куда дальше? Веревка-то обрезана. Ладно. Мы спуститься дальше вниз можем, да? Угу. Хорошо. Но отсюда плохо видно.
Звуки тут, конечно, очень такие прям настораживающие. Так, как встать так? Может, используя отражение, как-то стоит? Используя отражение. На дне еще очень много всякой веревки лежит. Каната даже точнее будет. Лучшая позиция, конечно же, сверху. И как итог, куда нам эту веревку надо привести? Не, его никак закрутить нельзя. Подождите, я думал, с этого ракурса веревка сможет перекинуться, но кажется, нет. Ладно, хорошо. Кстати, вот наше отражение еще можно заметить. Ну, интересно, интересно. Давайте посмотрим, что там у нас осталось по прошлым нашим загадкам. Секретки-то разгадаем в любом случае. Просто надо немножечко подумать. Здесь нам необходимо воспроизвести, как я думаю, что-то наподобие вот этих фигур. Начало у нас в правом нижнем, да, углу. В смысле? Мы же еще не... То есть мы начнем только с середины где-то. То есть, то есть только вот так мы можем повести куда-либо линию. Вот отсюда. Хорошо. Получается, что ведем вот так вот. Условно. Ведем здесь. Так. Нет, нет, нет. Ведем так вот. Вот так. Поднимаем. Но если вести отсюда вот так, так, так. Да.
тут у нас остается пропущенное место. Мы поднимаемся. Ну, не знаю, надо именно вот на этой линии сделать. Или можно пониже. Да потому что мы идем так, так. Вот здесь поднимаемся. Единственное, что мы можем сделать, это вот тут пройти вот так. Давайте попробуем, знаете как? Так. Вот, идем, идем. Делаем линию. Интересно, а если мы вот так вот закольцуем? Тут ходить можно. У нас линия-то пойдет дальше? Пойдет. То есть... Вот так идем, идем. И не работает. И почему же? Потому что неправильно выстроилась линия, да? Или тут необходимо еще промежутки между ними поставить? Не работает. А там вообще под углом. Как это под углом-то сделать? Ладно. Хорошо. Я просто не помню обучающий момент, где мы пропустили вот фишку с этими фигурами. Как вообще из нее что делать-то с ней? Надо найти тренировочное какое-то поле. Ну, условно так. Ведем. Тихо, тихо, тихо. Идем так. Не работает. А прошлая линия, кстати, светилась нормально. То есть как бы она светилась голубым. Мне так не кажется? Да, светится голубым. Возможно, потому что просто неправильно. Просто неправильно.
Хорошо. Если не так... Вот тут поломка какая-то. Нагромождение досок. Надо поискать что-то попроще. Там, где нам что-то объяснят, по крайней мере. Я пока не особо понимаю, как это работает. Условно. Вот тут еще такой моментик интересный есть. Никаких дверей, как вот в прошлой локации. Нет. Есть условно тени. Условно тени, которые предположительно мешают проходить линии. Но тени-то откидывают тут везде все эти кусты. Но если взаимодействовать уголком вот так вот. Я помню, пробовал. Нет, не работает. Тоже нет. Надо понять принцип, почему и как это работает вообще. Не зря же тут такие зигзаги сделаны. Может, какие-то метки есть? Или условно с высоты видно? Начало у нас вот. Угу. Только отсюда ничего не видно такого прям сверхъестественного. А, подождите. Мне кажется, или это... Нет, нет. Или да. Очень похоже на эту локацию. Вот это очень похоже на эту. Но с некоторыми видоизменениями. То есть надо понять предположительно, где какая дверь находится. Ну, дверь вот здесь есть. Вот здесь. То есть, идя вот так, делаем изгиб. Ну, давайте попробуем. Идем так. Изгиб. И тут моментик есть интересный. Тоже нет.
Какой-то есть скрытый элемент, которого не понять пока. Мгм. Мгм. Если смотреть по фигурам, то они отличаются, да, вот эти вот стены условно кустарного происхождения. Они отличаются. Ну, тут условно два квадратика. Вот один, и то похоже просто. Тучка. Неспроста она там висит, по-любому. После этой игры везде подвохи искать будешь. Зачем нам открыли правую дверь? Так просто. Мне кажется, или это похоже на линию? Или у меня уже едет крыша? Ну прям как будто угол такой смягченный. Кажись, да. Кажись. Надо сделать так. Идем направо по всей. Идем направо. Делаем круг вокруг этого куста. Получается, делаем круг вокруг этого куста. И идем напрямик. Хорошо, давайте попробуем. Идем так. Круг вокруг этой точки и так. Да ладно. Надо было всматриваться в землю. Создатели этой игры гении. Это как такое надо придумать? Оставить еле заметный белый след на земле. И то я его заметил условно, потому что начал прям вглядываться, искать причину, как это пройти. Ладно, хорошо. Ну, блин, это просто пушка. Блин. Тут еще какой-то... Это что, порох, чернила? Похоже на человека. Только очень отдаленно. Тут у нас болотистая местность. Угу. Хорошо. Никак не взаимодействуется. А сюда, видно, этот черный порошок и выкидывали. А здесь что? Может, уголь вообще? Это угольная пыль, к примеру. Мне кажется, или это подсказка? Подсказка к открытию этой двери. Или, возможно, тропинки какой-то. Но как она поможет,
Вот это другой вопрос. Так. И здесь что? Гравий у нас, да? Не говорит, что надо по звуку отличить, где гравий шуршит, а где не шуршит, блин. Я даже реально звук погромче сделал. Ну и что? Мне надо отличить, где кусты зеленее, где нет? Ну, условно, мне кусты нравятся зеленее справа. Тут что, какая-то... Что это вообще? Что это такое? А, это арка. Все. Я думал, какая-то метка. Тут окна нету. Нету окошечка. Может, стоит смотреть под углом? Тут, кстати, как будто тропинка, это секретка. Вот там где-то есть большой этот начало наше. И при взаимодействии с этим началом можно довести до конца линию. Правда, не видно откуда-то. Отсюда. Еще этот планшет так перевернут не очень красиво. То есть начало у нас условно вот так. Да. Может, подсказка кроется в этом реально черном порошке угольном? Может, он что-то вычерчено им? Или какие-то метки сделаны? Ни в одном глазу, ни одной метки. А если предположить, что кусты имеют какую-то ненаправленность, что они могут иметь? Подстрижены, блин, под немного другим способом. Или корни торчат. Интересно. Или мне из узоров гальки надо понять маршрут?
Мозговой штурм. На 150% активность мозга повышена. Мне кажется, или это от тени так? Но одна сторона более такая зеленоватая. Кусты какие-то еще тут. Прошу прощения. Да-да. Задумался слишком сильно. Ладно, хорошо. А отсюда что-нибудь видно, к примеру? Вроде ничего. Еще угольные пятна тут какие-то тоже. Ладно, ладно, так и запишем. Нифига не понятно, но очень интересно. Может, какая-то подсказка нарисована? Тут, кстати, люди. Вон, видите? Люди нарисованы. Как будто падающие. Тут костер, как я понимаю, был. В кострище падающие. Может, по краям вот то, что... Вот смотри, тут по краям ничего нету. Вообще нет. Здесь есть. Но по ободку она всегда одной ширины. Видите? Везде одной ширины. А мы заглянем в эту часть. Вот смотрите. Вот тут ее нету вообще. Вот. Здесь она есть. Здесь ее нету. Как и тут. Тут она выпирает. Основываясь на этом что-то сделать. Даже не знаю. Это какой-то бред уже. Ну ладно, ну начинаем здесь. Условно. Ведем так. Так. Нет.
Какой тут еще такой самый замечательный, самый заметный признак из всего этого лабиринта? Непонятно, непонятно. Ну хорошо, условно. Начинаем от входа. Проводим здесь. Ведем. М-м. Начинаем здесь. Ведем направо. Тут огромная тень есть еще. Чтобы она обозначала. Идем так. Ну, ведем вот так. И что? Ладно, хорошо, я пока не допираю особо, что тут делать. Давайте посмотрим дальше. М. Закрыто. Ну, тут сюда нас привели в какую-то деревню. А, заход с обратной стороны был. Одна створка открылась. Вторая тоже. Хорошо. Это что, тыквы растут, что ли, у них? Здесь открывается дверь с обратной стороны. Надеюсь, не временно. Идти, я думал, тут кровь. Это что, типа же... Что? Мне кажется, или это изображение каких-то в отдалении животных? Так, а здесь что у нас? Декоративный бонсай. А, эта штука не дает нам пройти. Или нет? Нет, дает. Нам само дерево мешает. То есть надо угол найти правильный. Это что такое? Хм. Экран еще есть. Экраны запитываются от этого.
А он же запитывается непонятно от чего. Возможно, когда мы активируем бонсай. А двери закрыть можно? Не, нет, не закрываются. Желтые листья. Секретка, да? По-любому секретка. Типа через дыру в стене мы... Ну не, это тупо будет. А здесь что? А, кстати, вот этот рисунок в замке был. Помните? Да-да-да. Так он выделен еще тут зачем-то. Может, это подсказка нам к головоломке, которая находится через стену? Вот чисто так предположение. Типа идем в угол, к центру. И оттуда уже наверх туда. Ну нет, там конструкция еще продолжается желтая. Подождите, тени. Тени, тут есть тени. И что они делают нам? Дают... Тут есть тени. И типа мы не должны нашу линию соприкасать с условными этими листьями, что ли? Реально? Это реально, да? Ладно. Ну... Тогда как? Начинаем снизу, ведем до середины. Нет, нет, нет. Ведем немного слева, ведем зигзагом. Вот да, вот так вот ведем зигзагом. Или тупо так сделать. Нет, так не пойдет. Вот не знаю, вот сработает ли с этим листком, потому что он нам мешает. Ну давайте вот так.
Нет. Нет. Не, подожди, не с той стороны начинаем-то. Не так. А если так, тоже нет. Что, какие-то деревяшки лежат, мешают. А тут вообще тени нету. Надо условно разобраться самому, как вести линию. Да. То есть ведем отсюда. Вот так. Вот так. Что с этим листком-то делать? Зигзагом вроде пробовали уже. Условно ведем так. А если по прямой линии попробовать? Тоже нет. А если деревяшки обозначают, что тут типа можно пройти? Типа это как бы дополнительный такой пропуск. Не работает. Хорошо. Ну вот мы начинаем снизу. Можем параллельно провести. Или подождите. А у нас тут получается... Да нет, она типа вот точка снизу. Вот эта часть сверху. Правильно же? По идее, да. Блин, еще ноут решил обновиться. Типа ведем отсюда вот так. Я весь в непонимании.
Ситуация. Эта дверь откроется после последней вот этой части, да? А, она еще откроет дополнительно что? Куда ты ведешь нас? А, вот этот терминал первый. Угу. Вот как получается. Что-то зеленый, желтый цвет еще обозначает. Непонятно. Оу. Неужто секретка? Да. Незаметная, незаметная прям. А тут что у нас? Какой-то камешек с нарисованным зигзагом. Точнее угловым. Так, надо комп включить тут все. Хорошо. Вот тут подходы вообще все перекрыты, считай. А, вот если смотреть с этого ракурса. Ну нет. Если смотреть с этого ракурса, то линия как бы пустая. То есть главное подобрать правильно, да? То есть мы как бы по правой стороне ведем. Ведем как? Наискосок. Вот так и так. Наискосок. Вот так и так. Нет. А, вот так, да? Тоже нет. Но если смотреть с этой вообще версии, то вот эта сторона вообще нетронутая тоже остается. То есть как будто с нее можно начать. Что же это за концепт, который я не понимаю?
А если надо взаимодействовать со всеми этими красными листьями? Вот у меня идея промелькнула. Если их... Ну нет, это тупо. Красный обозначает, я помню... Или надо? Подождите. Если эти листья не надо обходить, а наоборот, с ними надо со всеми взаимодействовать. Давайте отталкиваться от этого. То есть мы идем условно вот так, вот так, здесь, здесь. Вот эта линия остается еще, да? То есть давайте пойдем по правой стороне, ну сейчас по левой. Или даже лучше вот так. По левой идем. Так. Ну вот здесь должна быть последняя. Идти по левой стороне. Вот так. Если пойдем так, перекроем выход. Получается, идем вот здесь, здесь. Делаем крюк. Интересно, а так сработает? Потому что она посередине как будто лежит. Давайте. По левой стороне, практически до упора. Так. Идем здесь, здесь. Ляха, мозги кипят, а руки делают. Идем по... Идем по правой стороне. Да? Ага. Вот так. Вот так. Вот так. И как бы... Хорошо. Мы пошли. Вот так. 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 Наискосок. Сделали перпендикуляр. Угу. Подождите, а получается все. Получается, идем так, 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 так и так. И все, и все листья взаимодействованы. Правильно? Что-то вот эти линии вообще путают очень сильно, эта решетка. Вообще путают. То есть идем здесь. Вот так. Вот так. Так, так, так. Если нет, то можно попробовать наоборот. Вот так, 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 так. Так как так-то? То есть мы идем по правой стороне. До упора практически. Зигзаг.
так и так. Так, 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 так. Или типа с деревяшками пересекаться еще нельзя. Это выглядит немножечко странно. Почему нельзя? При том, что у нас точка начинается от этих деревяшек. Мгм. Вот здесь. Либо здесь какой-то затуп. Но если условно начнем отсюда, пойдем по деревяшкам. Типа мы начнем отсюда, сделаем наискосок вот так вот. Сделаем... Потому что тут тень падает на эти деревяшки еще. Типа... Вот так. Так. Так, так. М. Но остается невзаимодействован вот этот лист. Если он, конечно, относится к нам. Хорошо. Надо понять. Эти красные точки, они для взаимодействия или наоборот, чтобы мы с ними не взаимодействовали. Потому как здесь есть красные точки. Они же красные, ну, темно-бордовые условно. И мы с ними должны повзаимодействовать. А, кстати, было просто довольно-таки. И что мы запитали? Что-то включилось.
Интересный, интересный такой моментик. Мы включили, что произошло. С красными точками надо взаимодействовать. Да, это понятно теперь. Тут есть белые еще. Подождите, а тут тоже есть белые. Теперь момент. Можно ли взаимодействовать с белыми? Ладно, хорошо. Надо подумать. Подумать. Что интересного еще есть на этих пляжах? Там комплекс какой-то, что ли? Оу. Лодочка. А, это быстрый fast travel. Реально? Или нет? Чего? Какие-то символы. Или это обозначение... Да, это обозначение того, где что можно найти. Ага. То есть где какое задание делается. Интересно. А вот тут у нас есть какой-то комплекс научный. Вот что с ним? С ним какие-то точки. Вот. Кстати, фигурки делаются в какой-то беседке, то ли. Давайте, может, съедем до беседки. Идти. Команде собраться. Отправляемся в плавание. Полный вперед. Я так понял, это регулятор мощности. Интересно вообще очень. Оу, секретка. А, она делается на корабле именно. Надо помедленнее было скорость включить. Там скелет, что ли? А, это статуя. Вот мы и прибыли. Скорость снижается. Ну тут точек довольно-таки много для интереса. Раз, два, три, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть 11 точек, где можно повзаимодействовать. Это не считая секреток еще. Всяких разных. Что такое? Пам-пам-пам. Люки. И типа она повернется и встанет, да?
Вон лодка. Недалече. Домик на дереве какой-то недостроенный. Оу, тут закрыт fast travel. Надо открыть, конечно же. А то что мы будем по кругу тут гонять? Так. Вот еще плиты. Не запитанные. Как запитать? Они как не взаимодействуются. А, линия дальше. Какая интересная конструкция. Это что-то наподобие цветы под водой или это голограмма какая-то? Чего? А чё? Почему она двигается? Типа мы наступили, она подвинулась? Нам желательно на еще один разочек повернуться. Да-да-да. Та-та-та-та-та. Вон там какие-то еще. Почему они под углом-то находятся? Тут нужен взгляд сверху. Я видел, что там есть синяя точка, есть фиолетовая, как тот куб. И они обозначены на карте. Вон красная точка. Есть, да, красная есть. И надо типа соединить их в правильной последовательности, что ли. Не-не-не, ты двигайся, двигайся. Нам вон туда желательно. Там, кстати, закрыто, да? Ну, куб сейчас повернут не тут, не так, короче, не так, как здесь, да. Он сейчас повернут одной стороной к фиолетовой части, одной стороной к синей. То есть вот так. Нам надо повернуть кардинально не так. Нам вон туда куб. Нам вон туда. Еще вода тут разный цвет имеет. И типа что? Типа провести линию вот так? Нет. Кстати, вот этот куб не засветился никак. То есть надо реально делать подобие фигуры. Угу. То есть вот так это как минимум. Куб у нас будет... А как я сделаю куб, если у нас нельзя по одной и той же линии проходить? Нет.
Или типа, знаете, с одной стороны, типа вот стенка, видите, вот сейчас осталась стенка одна, она является как бы, ну условно, фигуру мы так закрыли, да. Да что ж с тобой не так-то, куб? Или, возможно, смотрите, куб расположен так, что нам надо сделать не горизонтальную тут линию, а типа вот такую. Полная и бесповоротная. Так работает. Хорошо. Так тоже. Надо понять, как этот куб закольцевать. Или, по крайней мере, озаботиться тем, чтобы его стенки как бы были условно закрыты. Условно закрыты. Но это уже не квадрат будет. Это уже будет какой-то прямоугольник. Ну вот так. Условно. Нет. Получается, если мы отклоняемся даже на одну клетку, это уже не считается. Ну, так уже пробовали, нет, не пойдет, да. Он считает его как будто не так. Может, подсказка в окружении есть? Красивая статуя очень. На дне такие полосы еще интересные. Ладно, а если этот прямоугольник делать условно таким? Прямоугольник можно не... Ну да, как говорил я, стенка является как бы частью условно этой фигуры. То есть нам не обязательно выводить ее и снизу, и сверху. Главное, чтобы контур выделялся. Угу. Выделялся контур.
Хорошо. Выделялся контур. Да-да-да. Квадратец. Друг ты дружелюбный. Еще вот так по центру поставили, вообще неудобно. Если с краю, было бы вообще изи. Ничего сложного. Сейчас же условно надо как-то изгибаться, что-то придумывать. Нет, так не пойдет. Да шо ж ты издеваешься-то? Ладно, ладно. Чё-то стриму плохо. Вот, все, нормально. Подождите, а если сделать этот квадрат условно вот таким? Нам же не обязательно... Давайте так попробуем. Нам же не обязательно... Нет, обязательно. Я думал, тупо на этой линии должна быть фигура, ну точно такая, какая изображена. Если мы квадрат сделаем с одной стороны, ну, условно у стенки, он же получится довольно-таки легко. Довольно-таки легко. Почему ты не проходишь по второму кругу? Может, намек, что квадрат в квадрате? Подождите. Типа, видите? Может, это какая-то подсказка, что можно квадрат сделать большим? Вот условно таким. Нет. Блин, я с такими успехами я битбоксить начну. От безысходности. Как это делается?
Это что, это камень? Что это вообще? Какой-то элемент? Может, кто-нибудь знает, как создавать квадрат в данной игре? Потому что я чутка фишку не понимаю. Он в центре. Его надо обложить со всех сторон. Большой квадрат не считается. Маленький мы сделать не можем, потому что линия тут тупо не пересекается между собой. Нет, так мы вообще все перекроем. Как гласит истина, пифагоровы штаны во все стороны равны, да? И тут квадрат должен быть ровным, без угловатости. Эх. Блин, где-то рядом кручусь, и надо понять, какой-то нюанс. Нюанс, что дает полное понимание в этой ситуации. Ну, наша тень, в принципе, никак не должна влиять на данный рисунок. Хорошо. Фу. Не говорите, что тут есть какая-то... Не знаю, что тут есть. Но есть солнце. Тени отбрасывает тень условно какую-то. Подсказку нам дает. Квадрат. О, тут можно на камешек спуститься. А как бы что? Тут есть полуразрушенный квадрат. И какая-то статуя просящая или молящаяся. Может, это намек? Типа нам надо... Что? Вывести контур квадрата снизу, справа, сверху. Нет, это тупо. Снизу, слева, сверху. Мы так уже пробовали. Снизу, сверху, слева. Нет.
А если сделать так? Так. Так. Нет, это уже фигура другая. Квадрат. Он, блин, во снах уже снится будет. Двигайся, блин. Тут у нас маленький прямоугольничек получится. Ладно, хорошо. Хорошо, что все плохо не закончилось. Потому как у нас здесь есть еще одна головоломка. Немножечко непонятного действия. Кстати, квадраты есть. Нет, так квадрат не получится. Или получится. Не с той стороны. Кстати, он вырисовывается уже, этот контур. Если посмотреть в левом верхнем углу. Угу. Один квадрат остается, и вот это вот перпендикулярная фигнюшка. По расстоянию они все равно удалены друг от друга. То есть к этому придраться не с чего. Зачем тут два входа? Тоже вот немножечко непонятно. Повернись. Или ты все так встал, как вкопанный? Получается синий и фиолетовый, да? Синий и фиолетовый. Синий и фиолетовый. Синий снизу, фиолетовый слева. То есть, да, вот так вот. Какая-то фигня вырисовывается. Ну, условно, мы обводим так. А тут проход не Нет, закроем все-таки. Делаем так. Все, два квадрата закрыто. Хорошо. Делаем квадрат, прямоугольник, блин, этот. Да.
Тут не получился квадрат, тут и тут непрямой угол. Там есть лесенка. И тут под воду уходит. Ладно, хорошо, отлично, все. А есть что у нас еще? Есть какие-то рисунки, да? Поехали, съездим до рисунков. Примерно я понял, как фигуры эти собирать. Но вот что делать с односложными, вообще одноклеточными? Это уже, блин, вопрос-загадка. Сейчас вот эту часть мы уже закрыли. Вот эту часть тоже, по-моему, закрыли. А здесь у нас осталось условно там с какими-то вот этими фигурами. Чего? Кто трубит? Да. Вот здесь мы тоже все закрыли. Ну, то есть треть. Вот эти 3 штуки закрыты. А египетскую эту всякую премудрость тоже закрыли. Это 4. Угу. И вот осталось где-то 6 или 7 их. Приплыли. Хорошо. Это что у нас? Фигурки. Пройти нельзя. Нет. А что? Простите, я не понял смысл задания. То есть мы должны только по одной стороне идти? Никак их не пересекать? Интересно. То есть звезды мы должны односложно проходить. Ну, условно, односложно так. Или углами надо проходить их? Нет. Или типа, что там было? По прямой проходить вверх, что ли? Очень прикольная локация, такие домики на деревьях. Типа вот так. Вот так. Нет. А в чем разница с прошлыми? Или типа их надо прикрыть вот так? Что за фигня-то? Подождите, верните меня, блин, к прошлой загадке. Откатись. Тут все просто. Взаимодействуем с двумя сторонами. С низом и правой стороной. Да. Или типа звезда обозначает, что ты должен совзаимодействовать рядом с ними со всеми 4 плоскостями. Ох, ёпарасоте.
Взаимодействовать со всеми 4 плоскостями. Типа, тут мы идем снизу. Нет, условно, снизу вправо, вверх. Здесь так. Или надо просто их как бы ограничить вот так? Нет. Ну вот тут у нас тупик. Поэтому мы можем максимум, что это вот так вот обозначить фигуру. Нет. Тоже нет. Игра, не издевайся надо мной. Что я делаю не так? Что я делаю не так? Ух, тут прям... Я смотрю, опасное место. Упадешь и... Считай, пропал. Поминай, как звали. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну что? Если бы мы сделали вот так, это бы считалось? Хорошо. А если бы вот так? Не считалось. Нет. Или, подождите, их надо сделать так, чтобы они как будто бы... Знаете что? Имели возможность доступа друг к другу. То есть мы их не должны вот перекрывать. Вот, то есть они вот так должны иметь доступ. То есть вот так. Ё-моё, это было... Все дело в этом, реально. То есть шестеренки должны иметь доступ друг к другу. Ладно. Хорошо. Пусть будет так. Но если мы сделаем так, то перекроем им доступ, да? Угу. А как не сделать этого? Или надо типа обозначить, что они... Вот так, да? Ага. Вот так. А здесь все просто. Чего это? Нет? Почему? Почему нет? Мы же дали им место. Вот так. Теперь 2, 4. Короче, шестеренка может иметь только одну с собой пару, соответственно. Ну, то есть пара шестеренок только работает. 4 уже с друг другом не взаимодействуют никак. Да. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Нет, так не пойдет. Вот так, хорошо. Нет, это минус. Тихо. Вот так идем. Вот так. Так. Что? В смысле? Они же... То есть надо вот так еще огородить, да? Все, хорошо. 6 штук.
Ну, просто вроде. Все очень даже... Отлично. А... Чего? Они ее поменяли с вертикали по горизонтали, да? А если три? Три шестеренки друг с другом взаимодействуют? Нет. Только у них одна пара. Удивительно, но факт. А если сделать вот так условно? Да, вот так вот сделаем. И у них у каждого будет по своей паре. Все, отлично. Так, они еще и немножечко видоизменили, да? Угу. Вот так условно. И вот так. В смысле? А как они пересекаются друг с другом? Ну, то есть вот так. Не-не-не, все, не ускоряйся. Вот так. А, да, реально ускоряются. Этот, пересекаются. То есть надо сделать вот так. Вот так. Вот так и так. Нет, тоже пересекаются. А если дать возможность, получается, что мы эти полностью вот так отделим. Вот эти две шестеренки оставляем так. Да. Нет, одна. Вот так вот. А, в смысле их нечетное количество? 4. Нечетное. Я просто затупил. Просто как-то затупил так. Хм. Нет, не отделим их так ни разу. Ни разу. Хорошо, давайте начнем тогда с этого края. То есть мы делаем так. Условно. И все. И тупик. А, тут тоже тупик. Ну, получается, справа надо начинать, да. Начинать надо справа. Получается, мы все отделили, да? Ну, вроде. Да, все отлично. А вы это сделали теперь подряд. Ну, подряд мы тоже умеем. Ну, было легко. Даже не задумываясь, просто сделал зигзагом. О, тут добавились черные точки. А, черная точка одна притаилась. Угу. То есть надо взаимодействовать интересно так. Получается вот так. Нет, это мы перекроем. Хм. Перекроем. Получается вот так и вот так. Да. А, ты снизу идешь. Вот так. Нет, ты здесь и вот так. Все.
Большая площадь покрытия. И главное, нельзя перекрывать. То есть она должна прийти. Условно. Вот так. Вот так и вот так. Хорошо. Отлично. 4. Получается, теперь их еще и разделить надо. Угу. Это сейчас не сложно должно быть. Да. Еще больше полигонов этих. Я думаю, чего не хватает в углу одной. Они ее по центру разместили. Получается, мы сделаем вот так, так, так. Ага. То есть сначала надо отделить. Вот сделать так. Вот так и так. Хорошо. Проход дальше есть у нас. Еще куда-то. Еще в одну сторону. Давайте налево не ходим, только поправо. Как говорит один мой хороший друг, налево он не ходит. Смесь двух интересных штук. Чего? Вы смотрите, вот эта сторона, она должна быть прямоугольником. Но если мы его отделим, то получится, что ничего не сработает. Интересно. Вот так. Вот так, может, сработает? Нет, не работает. Хорошо. Мы как бы вот так. Но это будет неправильно. Неправильно. Тут не получится, потому что линия здесь уходит, а нам надо прямо пересечь с двух сторон ее. То есть вот так. Нет, она закрывается. Еще ничего не сработало. Хорошо, а если сделаем вот так, оно... Да, засчитывается. Хорошо. Оно засчитывается. А если сделаем так? Нет, не засчитает. Надо освободить один из этих каналов, чтобы игра засчитала его как бы за взаимодействие этих двух шестеренок. Как это сделать? Непонятно. Нужно ли это? Сильно нужно. А ты вот так считаешься? Считаешься. Получается, еще у этих фигур не должна быть одна сторона быть похожая или что-то подобное, потому что я чуть-чуть не понимаю, почему она не засчитывает, к примеру, вот это. Вот так. Ну не, это фигня будет. Тоже фигня. Короче, как-то там получилось так, что ни одной из фигур, ни прямоугольник маленький, ни большой не засчиталось.
Даже если так сделаем, все равно они не пересекаются. Хорошо. Там, кстати, тоже есть какая-то интересная головоломка. А тут у нас что? Сломалось, что ли? Ну, давайте пойдем сюда. О, мне, по-моему, сгорел один из домиков. Доски лежат. А здесь не должны пересекаться черные и белые. Это просто. Тоже просто. Ага. Просто. Чего? Звезды белые теперь? Или... Это просто они цвет поменяли, скажите, да? Просто поменяли цвет звездам. Потому что если их надо отделять от черных, это будет довольно-таки интересно. Блин, закрылась точка. А так мы закроем звезду. Ну, условно, вот так. Вот так. А, вот здесь вот еще так. Нет. Как продумать-то? Вот этот квадрат не должен пересекаться ни с этим, ни с этим. Этот, соответственно, тоже ни с верхним, ни нижним. Звезды же должны быть по парам. То есть, если мы сделаем условно так, то все сработает. Да, все хорошо. Отлично, как говорится. Токсичные звезды. Любимый зеленый цвет. Должно быть просто. Что? А какой цвет обозначает какой? У нас теперь и черные поменяли цвет. Оранжевый это белый. Все. Оранжевый это белый. Хорошо. Еще больше цветов. Оранжевый это белый. В смысле? Они пересекаются друг с другом. Да-да-да. Надо... Не-не-не, линию до конца вести, до упора. Но если мы доведем до конца, у нас нет возможности отделить. Есть возможность отделить. Все, хорошо, вот так. В смысле нет? Вот так, так и вот так. Вы же отделили... не отделены, нет. Получается вот так тогда. Тоже не отделены. А если сделать так? А. Вот. Нет, один зеленый цвет. Все запарывает. Вот так не должно быть. Хорош. Хорош. Кстати, последняя. И у нас откроется дорога. Два белых отделили. Тут дорога сломана.
Дорога сломана. Если она сломана, она как бы засчитывается, нет? Потому что было бы просто довольно-таки. Ну, типа вот так вот. А, ну вот, дорога не засчитывается, да. Надо довести здесь. Отделить их при помощи... Вот так. Как их отделить-то? Хорошо, начнем тогда с правой стороны. С нее будет чуть-чуть попроще. Вот так вот. И вот так. Все. Практически было бы. Но белый квадрат. Белый, блин, его квадрат. Тогда вот так. Угу. Вот так. И он не отделен с правой стороны. Ну, условно сделаем так. Поведем как? Нет, это будет никакущий вариант. Если тупо отделить, то не получится. Вот так, так. И вот. И вот так. Блин, уже пробовали, белый квадрат. Угу. Можно было бы эти белые квадраты отделить вообще. Тут сломан путь, и разработчики решили немножечко усложнить задачу. Не, это полная фигня. А если сделать условно отделение вот таких зон, вот так вот. Ну, типа белые квадраты отделять. Один белый квадрат остается. То есть делаем вот здесь загиб. Сделаем здесь загиб. Вот так. Нет, полная туфта. Тут также будет не очень. А так мы в тупик загоняем себя. Хорошо. А если начать с левого края? Вот так. Вот так.
И вот, нет, она, блин, разделилась. Хорошо, вот так. Ага. А если сделаем так, то один белый квадрат остается. То есть, условно, так не получится. Так не получится. А условно так? Нет, все равно. Все равно. Так тоже нет. А так останется один белый. Угу. Ладно. Ну, поведем отсюда. Условно... Условно отделим эту часть. Вот так. Условно отделим. И два белых, да, остаются. А если так сделать? Нет. Вот было бы просто... Вот будь тут линия связывающая, мы бы прошли вот здесь, отделили два белых, просто сверху провели бы еще линию, отделили бы шестеренки друг от друга, и все, и раунд выигран. Тут, блин, изгаляться надо. Изгаляться и придумывать всякое интересное. А что у нас является интересным? Прохождение этого пути, правильно. А если так? Подождите секунду. А если так подумать? Нет, надо... Надо что-то отделить. Что так прекрасно отделить. Мозочки немного кипятятся. Но я не особо догоняю пока. Отделили. Раз. Отделили. Подождите, сейчас. Можно попробовать интересную комбинацию. Нет, мы перегородим. Или нет? Нет, да-да-да. Перегородим.
Отделить одни от других. Отделить. Еще вот по центру зеленый камень не в тему вообще. Стоит и очень сильно выбивается из общей картины. Вот так условно. Подождите, а если сделать, знаете как? Не обязательно же эти две фигуры, которые у нас есть, ну, рядышком звездочки, имею в виду, сохранять их друг с другом. Ну, то есть можно сделать условно так, так. Угу. И условно все. Условно поделить их между друг другом. Идея же. Ну, тут вообще их разделил, одну из пар. Надо отталкиваться от того, что их нужно соединить не вот так вот по кругу, а можно просто их тупо разнести по разным этим группкам, точнее пары по группкам. Нижние по-любому с нижними, верхние, верхние. Типа вот практически вот так было бы. Остался один белый, самый неприятный тип на районе. И типа мы... Нет, так тоже не поможет. Да. Хорошо. Отделим тебя так. Условно соединим с этим. Вот так. У них нет разделения вот левых разделения нет. У левых нету разделения, да?
Условно разделили их. Все хорошо. Это тупик. Да. Это тупик. Что-то сложность резко возросла, либо я что-то туплю. Ну вот эти вот так объединим друг с другом. Вот эти так объединим. И остается один белый квадрат. Не в тему. Вот так, так, так. И вроде бы все хорошо. Вроде бы все хорошо. Но нам перегораживает это две шестеренки активировать линия. Вот нет. Снизу остается один белый квадрат. Не в тему. А эти шестеренки получаются закрытыми. Что за загадка Жака Фреско? Ну хорошо, пусть будет... Нет, не так. Условно разбили так. По парам. Все отлично. По парам, по парам. Пам-парам-пам-парам. Не хватает одной линии. Хорошо. Разобьем, значит, вообще непонятно. А что у нас посередине было за загадка? Посередине. Подъем наверх. И что? Но мы же летать не умеем. Какие-то щелчки или удары. Что?
Ага, то есть еще это и временная штука. Мы должны успеть пробежать вниз. Не знаю, что вот это какая-то... То ли перевозка какая-то, не знаю, что это там. И доберем... так. И доберемся мы до нее ровно тогда, когда активируем вот этот вот механизм. А, кстати, там тоже головоломка. Да. Чего? В смысле? Я перескочил. А можно... В смысле? Нашлась недоработка одна. Да. Нашлась одна недоработка разработчиков. Ну, тупо перепрыгнул. Ну ладно, бывает и такое. А в чем разница-то? А что? Теперь их надо отделять от белых? Нет. А в чем сложность-то? Ладно, тогда с белыми. Тоже нет. А где? Я не вижу вторую звезду. Или надо, типа, звезду заменить на один из квадратов? Да. Оказывается, у нас звезда это теперь один из квадратов. Как это надо было понять? Условно-эмпирическим путем. Звезда есть. Один квадрат. А почему нет-то? Или тебе без разницы, кто именно должен быть? Можете... Нет, точно не белый. Белый у нас вообще не взаимодействует с черным. И не так тоже. Да-да-да. Типа надо выделить черный. Не так выделить его. Выделить немножечко тупо получилось. Выделить черный, говорю. Отделить белый. Да. А здесь в чем загадка? Надо белый на белом? Зеленый это, по-моему, черный. А розовый что обозначает? Чего? Розовый это тоже типа черный. Реально? А почему тогда зеленый? Вообще три цвета теперь друг с другом не взаимодействуют. То есть белый с зеленым не взаимодействует, зеленый с
с розовым не взаимодействуют. Их надо друг от друга отделить. Угу. Интересно. Интересно. Да-да-да. Ну, чисто вот так. Почему нет-то? Вообще не касаетесь. Вот. Они не соприкасаются никак. Теперь розовый нет, это не работает. А, соприкасаются. Блин. Получается, надо вот так сделать. И вот так нет. А если зеленый с розовым? Нет, зеленый с розовым тоже не работает. Оу. Так, все работает. Зеленый с розовым не взаимодействуют. Как завещали предки, не сочетается. Белый-белый, мешаешься ты сильно. Хорошо. Даже можно сказать отлично. Их надо отделить друг от друга. Как это нафиг сделать? Типа, вот так один выделили. Вот так выделили второй. А, все. Это было понятно. Да. Попробовать можно второй раз. Чего? Тут еще один желтый или этот розовый элемент появился. Вы давайте так не шутите. И что же тут сделать надо? Как я соединю розовый с розовым, если у нас мешается... Вот так, да? Все хорошо. Ёпарасоте. Еще 4 выхода есть, которые можно использовать. Ночку всегда самое вкусное оставляют. Ну, условно, пока оставим. Этот... звездочку эту. А звездочка может взаимодействовать с... к примеру, с зеленым.
Нет, так не работает. Ну, не проверил бы, не этот. Не уважал бы себя. Угу, так не сработает. Так не сработает. Так. А, отделилась, да. Интересно, интересно. Но если мы пойдем так, мы закроемся, и вообще ничего не будет понятно. Ладно, если мы зеленые изолируем, хорошо. Давайте играть от... как мы их изолируем, если у нас розовый есть. Вот так изолируем. Нет, так не пол... А как? Ага. Вон слева зеленые имеют доступ к нижнему розовому. А если мы как бы изогнемся, сделаем вот так, вот так. Фигня. Фигня. Потому что вот есть место для взаимодействия этих штук. Блин. Всего один зеленый цвет рушит все на свете. А так два уже зеленых цвета. Вот так. Нет. Полная туфта. Так, мы его закупориваем.
Так не сработает. А если так? Вот так. А, тут зеленый цвет, блин, внутри, что и прорабатывают. Вообще-то звездочки пофигу на зеленый цвет, так что их можно комбинировать. Главное, чтобы квадраты не были с ними в одной доступности. Ну как это сделать, если и звездочка, и квадрат должны быть вместе? Но условно мне нравится, как работает нижняя линия. Ее можно просто отделить, и она будет взаимодействовать друг с другом. Эти же так просто не сделать. Да. Фигня. А если начать с левой стороны, вот так ведем. Предположительно. Нет. Отделяем. Отделяем так. И они в одной команде. Отделяем. Вот. Чего, блин? Фигня. И, блин, один зеленый, этот белый квадрат у нас никак не хочет вставать в нужную позицию. Да. А если сделать вот так, вот так, вот так. Да нет, пробовали уже. Он тупо в тупик заходит. Отделим. Тупо заходим в тупик.
так у нас вообще все тухленько, да. Еще и начальная точка-то всего одна, а вот выхода 3. То есть сиди и думай, какой из них еще и правильный. И точнее удобный даже будет тебе. А если сделать вот так... Вот так. Зеленый цвет. Добрый зеленый цвет. Люблю тебя. Зеленый цвет. Можно примерно... Нет, если так выделим, то просто забьем себе канал. Но если сделать вот так, тоже фигня. Лучше уж вот так их выделять. Тут бы возможность немножечко пододвинуть эту начальную точку. И это была бы победная даже, я думаю. Мы бы провели немножечко снизу, сдвинули на 2 клетки вправо и к выходу бы. Ну, чего нет, того нет. Чего нет, того нет. Тут в тупик зайдем. Пам, подождите, сразу середину мы выделяем. Сразу середина у нас активная. Получается, вот это... Нет, это будет плохо. В середину не вариант вообще отделять. Потому как, отделив один раз, мы перекрываем всю середину практически. Ну, вариант был интересный. Вариант интересный. Подождите. Блин. Мне вот все хочется вот эту комбинацию провернуть, но она неверная. Неверная. Прямо руки делают.
Этот мы в тупик зайдем. Подождите, а вот... Нет, нет. Чушь спорол, чушь. Это полная фигня. Хорошо. Еще пульт управления стоит. Подсказки, подсказки, давай, игра. Ты что-то можешь дать, по-любому. Условно поле поделить на сектора. Ну, имею в виду на большие такие области. Отделенные от этой зеленой жижи. Так чисто побаловаться. Как завещали предки, надо подумать. Очень сильно подумать. Но это мы выделили в отдельный сектор. Да, хорошо. Сделав так, тоже отделим. Сделав так, отделим. Опа-па. В смысле? Я думал, это последнее. Боже, как это было зигзагообразно. Да. Ну вот начало было правильным, да. Вот выделял тоже, в принципе, правильно. Но вот этот угол, я пытался как-то с ним что-то взаимодействовать по-другому. А, что? В смысле? В смысле? Ну вот так, значится. Да, еще одна. Угу. Зеленая. Зеленая. Ну, разницы-то нету, наверное, да? Разница какая? Неопределенная. А так вот надо
по цветам их разбить. Как это сделать? Типа вот так? Не стоит забывать, что звездочки... Да харе. Все, Куда ты ведешь дальше-то? Дальше-то некуда. Дальше некуда. Ну ладно, подумаем. Подождите, тут не хватает звездочек. Получается, верхний квадрат должен заменить звездочку. То есть вот так? Да. Но это последний, это точно. Нет, неправильно. Неправильно. То есть вот так сделать надо, да? Но это тоже будет не очень верно. Подождите, получается вот так. Да? Что? Разделить их надо. Точно. Отделить еще их надо. Фигня. Причем полная. А если сделать вот так? Типа... В смысле? Белый цвет между ними типа считается разделением? Серьезно? Серьезно? Игра Харе придумывать новые правила на ходу. Раньше таких не было. Не было, что белый цвет разделяет фигуры. И что это? Типа надо нижний треугольник, это звездочку совзаимодействовать с квадратом. Типа так, что ли? Нет, не так. Потому что сейчас будет неправильно. Так, мы вообще все закроем. Так будет неверно. Абсолютно неверно. Чего? То есть, типа, вот... Интересная вообще ситуация образуется. Ладно.
Где наша дверь? Хоп. Вот в этой игре мужик умеет прыгать. Ну или за кого мы играем, персонаж. Тут специально перегородка стоит. Серьезно. Успеваем? Не успеваем. А так деревом прикрывает, да? Или подождите. То есть мы решим головоломку на правой стороне. Эти мосты типа соединятся между друг другом. И мы вот с левой стороны сможем взглянуть на этот пульт управления. Потому что с обеих сторон есть вот такие вот перекрытия, по-моему, которые не позволяют нормально смотреть на них. Блин. Весело, весело. Но добегаем мы абсолютно не ко времени. Там у нас секунды еще 3-4 надо, чтобы добежать. Ладно, хорошо, давайте дорешивать эту головоломочку. Так. Она уже должна быть привычной, условно. Чего? Ну, нет, это мы перекроем выход нам. Так мы сделаем связь. Отделим этот белый. Два белых лучше отделить. Отделим вот так и вот так. А, нет, белый остается, да? И тут у нас тупик, да, образуется. И все, и не работает. А что если вот так их выделить? Тоже, да, фигня будет. Какая интересная тут комбинация разворачивается. Получается, весь левый угол нам надо либо отдельно выделить, и не трогать его вообще, и разбираться с квадратиками, либо надо что-то сделать прям такое сверхмощное. А давайте вот так выделим белые квадраты. Вот так выделим эти. А, тут тупик, да? Тут тупик. И они еще друг с другом взаимодействуют. Два раза.
А если выделить это в квадрат? Условно это... Нет. Условно это в квадрат. Получится фигня. Ну, чисто даже как-то работоспособно выглядит. Если правый нижний угол также будет взаимодействовать друг с другом. Он должен взаимодействовать друг с другом. Вот так. Так. Белый квадрат на черных кубиках, да. То есть они взаимодействуют между друг другами, но белый черный квадрат есть. Из-за этого игра немножечко говорит, что мы ошиблись. Надо закольцевать их. Так не поможет, нет. Фигня. Белый квадрат по центру. Еще эти звездочки между друг другом взаимодействуют, да? Угу. Хорошо, а давайте сделаем вот так. Вот так. Вот. К примеру, вот. Вот так. С другой стороны надо делать. То есть сделаем вот здесь. Выделяем. Что? И фигня. То есть еще белый квадрат. Угу. Так бы, в принципе, сработало бы, если бы мы линию проводили бы по центру. А так мы это не делаем. Лесенкой. Не лесенкой нифига. Да, пробовали уже. Хорошо. Тут у нас будет небольшая горочка. Фигня. Фигня. Что-то с лесенкой надо сделать.
Вот только как-то ее видоизменить. Видоизменить ее. Так, мы путь перекроем, да? Видоизменить лесенку. А если сделать лесенку, ну вот здесь вот такую вот. Вот так. И тупик, да? Интересно, хорошо. А если так? Вот так? Это победа? Это еще... Сколько тебя там? Еще один экран. А за одним экраном другого нету случая? Один черный всего. Но сколько с ним проблем? Он по центру так еще расположен. Неудобно. Получается, квадрат должен взаимодействовать с крайним правым. Этим звездочкой или шестеренкой, фиг его знает. Да. И надо его выделить ровно так, чтобы он пересекался с ним чисто. Как это ровно сделать-то? Вот так? Было просто. А что? Почему и зачем? А что не так с белыми? Что с ними не так? Да, что ты ругаешься? Я не понимаю. Ну, черный со звездой, черный со звездой. А, получается, еще последний, да, надо как-то... Что с ним сделать? Тоже со звездой его сконнектить. Нет, теперь все полная фигня. Не понимаю, что с нижним не так? А, его надо с белым сконнектить, да, только? Угу. Чисто с белым. Хорошо, ну пусть будет так. А тут надо отделить белый от этих двух, да? Угу.
Вот в чем сложность заключается. Надо отделить белый. Еще так четко это сделать. Ступенькой начать. Выделить здесь так. Вот так. Нет. Вообще все порушилось. А если сделать вот так? Нет. Вот так. Так. Но с другой стороны. Вот так. Так. Фигня. Отделить белый от всего остального. Сделаем так, у нас забьется выход. А это вообще не в тему. Сделаем вот так. Гигамову тут. Но чисто теоретически. Не особо догоняю. А по второму мосту у нас там какие проблемы? Были фигуры, да? По-моему, были фигуры. Не сюда. Тут какой-то еще... А, да, вот здесь мы были. А где... Ага. И вот самые азы, которые нам объясняют. Чего? Типа одного цвета должны быть, правильно? Звезды. Угу. Но если мы сделаем... А как мы сделать вообще можем? Звезды одного цвета. Им пофигу на синхронизацию друг с другом. Серьезно.
Серьезно. Вот это факт, конечно. Чего? Ты куда-то в другую сторону тянешься, нам не сюда надо. Типа выделить вот так вот. Вот так, что ли? А, да. Интересно. Получается, можно сделать... Как? Вот так вот. А, вот нижний у нас закрыт, да? Хорошо. Тогда делаем вот так и вот так. Все, отлично. Чего? В смысле, по всем краям? Хорошо, вот так. Ну, на этом мои познания закончились. Ну, можно попробовать сделать вот так вот. Просто было. Это было просто. Чего? Тут на одну серию оранжевых звезд больше, чем фиолетовых. Из-за этого рушится баланс. Да. Тупо линии делать уже не катит. Ошибка. А если сделать условно нерабочий способ? Условно нерабочий. Потому что мы никак не можем закрыть. Я где-то прошибаюсь. Условно рабочий способ нерабочий. Наверное. Ну да, да, да. У нас получается еще одна комбинация действует. А если не разбивать по командам прям так яро? То есть раз выделили. Отлично. Вот так. Нет, это неправильно. Неправильно.
Разделить условно так. И что? Разделили. Все сломали. Все сломали, все сломали. А если сделать вот так вот? Вот так. И все. И все работает. Нет, не работает. Правая и левая сторона. Хорошо. Вот так. Так. И так. Все работает же. Да. Теперь еще третий цвет добавился. Кстати, сколько там этих еще коробочек-то? Штучки 2, да? Штуки 2 этих коробочек. Фиолетовая сломана. Еще и тут сломана дорога. Вообще, цветам же пофигу друг на друга. Да? А главное собрать фиолетовый. И не отделить его от другого. Вот наподобие этого, да? Да, все работает. А здесь что? Раз, два. И дороги нету, да? А, так у нас 3 цвета. Что я туплю-то? Решил отключить мозг на последних стадиях. Это слишком неправильно. Вот, нет, не так. Вот так. У нас типа повторяющиеся цвета в левом верхнем углу и в нижнем правом углу. Но еще есть в нижнем левом углу еще один повторяющийся. Угу. Ну, то есть вот как-то так, да? Да. Все отлично. Разбивочка по цветам. Разбивочка по цветам. Вроде работает. Все. И чего? Ты привела нас в пустоту. Спасибо. И не в ту сторону даже, куда надо. А может, отсюда надо решить? Решил. И чего? Там что-то запиталось. Одна, по крайней мере, створка. А если мы выделим вот так, запитается и вторая? Да. Это лифт, что ли? Там нам открыли лифт. Ну вот на это у меня уже мозгов не хватит на сегодня. А что там по лифту? Давайте взглянем и будем потихонечку закругляться. Сегодня довольно-таки
сильно продвинулись в одной из локаций, ну, еще затронули несколько других, ну, чисто условно там. А, не добраться, да, никак. Дорожка, дорожка. Доведи меня до туда. Получается, когда мы откроем мост, вот этот вот, у нас откроется доступ куда-то вниз. По локации походить, по-моему. Потому что там выглядело как будто веревочный спуск. Либо этот спуск тупо нас подвезет вот до той стороны. Угу. Еще непонятно, почему этот мост так загибается. Кстати, не, сил у меня не хватит это решить. Или типа мы с возможностью встать с краю увидим, как с этим взаимодействовать. Ой, на шару это не решить, это надо думать, серьезно думать. Нет, это тупик будет. Огромный жирный тупик. Типа так? А, нам же надо избавиться от белого. Наоборот, а не просто ограничить его со всех сторон. Правильно? Да. Правильно, правильно. Загадка Жака Фреско. Где и когда? Полную фигню сделал. Полную притом.
Чай закончился, сахар в крови тоже. Мозги отказывают. Это признак, что надо заканчивать. Так, всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Да, с вами был Кроу. Как вам пятничный лайтовый стрим? Удобно, нормально? Как вам вообще головоломочки? Насколько они сложные по 10-бальной шкале? Ну вот для меня 10 из 10 пока. Да, продолжим, получается, в понедельник проходить всякие разные игры на максимальной сложности. Всех, так сказать, приглашаю посетить. Посидим, посмотрим, поиграем, поговорим. Да. Также ссылочка с прохождением игры в описании под роликом. Угу. А на сегодня все. Всем доброго времени суток. Всем пока.